Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Да, немного непривычная атмосфера, но тем не менее, очень и очень интересный разговор у нас сегодня с Василием Вакаровым. Он на связи. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Александр, здравствуйте. Всем привет. Ну, сегодня День Конституции. Зеленский вышел с пантеоном. Говорит, все, теперь будет пантеон героев, новый, тот, который, собственно, Буданов, якобы Буданов придумал. Но параллельно с этим, конечно, он хвастается ударами по НПЗ, ударами, там, middle страйками, deep страйками. И получается, что очень какой-то, знаете, праздник специфический. Вот именно это 30-летие Дня Конституции. Как вы смотрите на речь Зеленского в этот день? И изначально уже понятно, что об Конституцию вытянули ноги, но тем не менее, видите, что привносит Зеленский в этот момент празднования и в этот юбилей. Вы хорошо знакомы как с тем, как создавалась Конституция Украины. Вы прекрасно понимаете, на каком этапе сейчас находится российско-украинское противостояние. Что думаете, какие мысли у вас были вызваны вот этим вот сообщением Зеленского и вот этим выступлением? Знаете, в Конституции Украины, несмотря на то, как ее принимали, как ее шельмовали, как ее переписывали, по крайней мере, у меня, да и у многих граждан Украины 30 лет тому назад были надежды. Была надежда на то, что вот новая жизнь, да, экономически это было слабое государство, да, были большие проблемы, я имею в виду в том государстве, которое называлось постукраинская ССР, Украина. Тем более, знаете, я же по первому образованию юрист, я заканчивал Киевский государственный университет, юрфак, Красный корпус. И я, конечно же, оценивал все это дело через свою призму, через жизнь своей семьи и своего окружения. И вот эта надежда, которая у нас у всех была, что вот, да, не так все хорошо, не так все прекрасно, экономика Украины была тогда не на высоте, но тем не менее вот создались правила жизни, как бы государство Украина со мной лично как гражданином и со всеми нами заключила соглашение, то есть так называемый общественный договор, где государство берет на себя такие-то функции, четко выписанные, а права мои, права всех моих близких людей, граждан Украины защищены. То есть была такая, еще раз говорю, надежда на то, что все-таки это лучше, чем будет лучше, чем, скажем, без правила, жизнь без правил. Такие у меня надежды были. Потом, независимо от того, чем я занимался, каким родом деятельности, делал карьеру, был госчиновником, безусловно, Саша, я Конституцию Украины не просто читал, я ее изучал. Я знал, какие основные правила игры в ней заложены. Шельмование, которое было в 2004 году, то, что в 2014 году о Конституции Украины вытерли ноги, я переживал. Я переживал уже как человек, который сложился, сформировался, то есть кроме надежд, у меня уже дальше, я жил по Конституции, и меня настигли разочарования, потому что понятно было, что не все то, что написано там, будет выполняться, но то, как государство ломало общество, ломало нас, людей, да, меня не устраивало очень многих моих знакомых. То есть мы пытались понять и что-то сделать, чтобы все-таки заставить государство жить по тем правилам, которые были в Украине. Что я вижу сегодня? Этот праздник, который Зеленский сделал себе лично и своему окружению, они закрылись в Киево-Печерской лавре, в части Киево-Печерской лавры, да, там, где заповедник, Очень, сделали очень себе символично, кстати, Василий Дмитриевич. очень, абсолютно правильно. Они там закрылись, понимаете, спрятались, сделали картинку, конечно, красивую, свет, звук, ну, технологии работают, деньги на это есть, и все. Вот есть на Украине один человек. Да? Я-то думал, что в Конституции записаны права всех нас, всех людей, всех человечек или человеков,
маленьких, больших. А сегодня я вижу картинку, что есть на Украине один человек. Конституция написана, он написал Конституцию лично для себя, для своего окружения, для своей семьи, ну, по крайней мере, жена там была. И все. И все, что он сделал, я имею в виду Зеленский Владимир Александрович, он просто-напросто не просто выкинул Конституцию, а он ее сжег. Сегодня просто Зеленский взял и спалил. Знаєте, спалив той документ, который называется Конституция Украины. Все. Потому что, когда я слышу о том, что Зеленский установил, да, пока еще это не памятник, но это монумент, да, Мазепе, и сказал, что теперь отныне мы все будем жить по образцу или по образу Мазепы. Кроме того, он обещает установить этот памятник на месте памятника Ленину, да, напротив Бессарабки. То есть я понимаю, что это человек живет для себя, для своего окружения, для своей семьи. Он грабит Украину, он выкинул все, что называется Конституция Украины. И теперь он навязал или пытается навязать всем людям, которые живут на Украине, считают себя украинцами, болеют, переживают. Он сказал, что вот теперь правила жизни на Украине устанавливаю я, Владимир Зеленский. Вот такие у меня ощущения, вот такая у меня реакция, такие у меня эмоции на то, что происходит сегодня в Так Киеве. а что за пантеон героев? Ну вот смотрите, мы сейчас видим, что героизмом считается, ну, например, там уничтожение НПЗ. Ну, это же геройский поступок. Геройский, это этим хвастаются, это хвалятся. Какие-то удары вглубь России. Вот это герой, да, то есть я даже не буду вспоминать там Гераскевича, который хотел забрать у Губки имя героя, да, и, в общем-то, ну, это просто никто не поддержал, да, никто не зацепился. Я думаю, что, может быть, в следующей националистической итерации, может, и получится. Но я просто не могу понять, зачем пантеон героев именно сейчас. Ведь до конца непонятно, в чем А, геройство на этой войне. а, а вот хаос, есть такое слово, или, как вы употребили, непонятно, непонятка. Ну, мы можем ряд вот разных определений давать. Вот именно это сейчас характеризует то, что называется жизнь на Украине. И герои не то, что непонятные, не то, что мы их не знаем, я говорю в широком смысле украинское общество, да, вы сказали, Александр, вот Бубка, да, то есть это вот Бубка, к примеру, это спортсмен, это герой Украины, он по-настоящему, он настоящий, он сам делишный. Мы видели его успехи, мы за него болели, мы радовались. Это человек, который создал часть спортивной культуры, и не просто спортивной культуры. Это человек, который создавал или пытался своими действиями, своими поступками показывать, какая Украина новая. Это мы верили в Бубку, понимаете? Можно других героев говорить. Можно говорить о героях Великой Отечественной войны, то есть граждан Украинской ССР, которые воевали и привнесли свой вклад в то, что называется победу над нацизмом, над общим злом. Да? Мы можем целый ряд этих героев перечислять. Да? А вот сейчас этих героев нет. Вместо них, вместо героев-победителей, нам навязывают героя не так давно, перенесли его тело Мельника, который нигде ничего не побеждал. Никого он не победил. Он не участвовал в никаких боях и не переносил победу. Теперь нам Зеленский говорит, вот герои, вот пантеон героев создается, и туда будет помещен Мазепа, потому что Мазепа, кто он для нас? Знаете, вот этот герой вымышленный, это исторический персонаж, который жил, но история настолько субъективна, что люди сейчас на Украине не поймут и не разберутся в том, кто такой Мазепа. Они могут почитать его книги или почитать книги о нем, но это прошлое, и это прошлое, которое умерло, это позапрошлое. И выкапывать вот эти могилы, выкапывать вот этих людей, которых украинцы не знают, перезахоронять их, переустанавливать памятники,
Вот это то, что называется пантеон героев. Пантеон героев – это не просто вот создание чего-то нового, а, к сожалению, это вытащить из могил кости, трупы, даже дух тот, который был, дух неправедников, дух людей, которые не творили, а они либо предавали, либо понтовались, как Гераскевич сейчас, да, это не герои, это замена героизма настоящего, неважно, военного, спортивного, культурного, замена на невсамделишник. Это привношение в мозги украинцев не победы, даже не трагедии. Это замещение всего реального на вымышленное. Теперь вы сказали, вот показывают украинцам, как действительно беспилотники бьют по Крыму, бьют по Москве, бьют по Питеру, как выносятся нефтеперерабатывающие заводы в России. И кричат: ура, 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 мы настоящие герои. Но эта картинка, она искаженная чем? Потому что ровно так же выносится, да, по всей территории Украины выносятся бензовозы, выносятся заправки, да, где заправляются автомобили. То есть, но эта картина на Украине не показывается. Так это знаете что? Не, ну Это почему, подождите, выпячивание. почему не показывается? Показывается. Просто, смотрите, тут же тоже играет определенную роль. Одно дело целое НПЗ поразили, а другое дело, ну, какая-то заправка. Одна, вторая, Конечно, пятая, десятая. Их я 150 с уже вами, насчитали. я с вами согласен, Саша, но посмотрите, НПЗ, которые были на Украине, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, он же не работает, его вынесли. Другие нефтеперерабатывающие заводы, которыми, скажем так, которые создавались во времена Украинской ССР, да, которые создавались украинцами, которыми можно было гордиться, если мы говорим уже о промышленности или о переработке. Это было создано. Сейчас этого нету. И на Украину, где была собственная нефть, да, дефицит, но была, где был собственный бензин перерабатывающий, сейчас нету на Украине бензина собственного. Он завозится он в Зачем он цистерны. нужен? Ну вот смотрите, тут все так, понимаете, Хм, мы когда вот анализируем вот этот момент, мы же забываем обычно просто, ну а зачем нам свой бензин? Ну вот, да, был какой-то завод, ну не стало никакого завода. Зачем бензин украинцам? Европа даст. Хорошо, зачем деньги зарабатывать украинцам? Ну так Европа всегда подсунет, подкинет, подбросит, понимаете, кредитик ли, тушкой ли, чучелом ли. Зачем? Ну, то есть снаряды, ну хорошо, беспилотники, Вот. отлично, они построят завод и как бы будут греть. Опять-таки, мне вот нравится дискуссия, вот мы сейчас находимся в том периоде, когда вот-вот-вот июльский саммит НАТО, да, в Анкаре. И там тоже так интересно, Зеленского вроде не зовут. Ну, то есть сам он лично вряд ли примет участие, по крайней мере, Рюте об этом так отзывался. А если так разобраться, то там же ключевой момент. 70 миллиардов на этот год и 70 на следующий. Ну, погодите, хорошо, это на что это? Ну, соответственно, понятно, на деньги, на войну против России. Однако, а, они худо-бедно ели миллиард наших рублей. Британия выступила гаранткой перед Мировым банком, чтобы неотложные бюджетные потребности перекрыть. То есть мы четко понимаем, что сейчас все максимально в ручном режиме, денег нет, Василий Дмитриевич, нет. Их нужно по миллиардику доставать, чтобы там месяц закрыть, два закрыть, там три закрыть. А мы тут разговариваем о каких-то 70 миллиардах. То есть у меня складывается абсолютно, ну, как бы незастыковка. Вы говорите, НПЗ, да кому он нужен этот НПЗ? Ну, слушайте, это Вот. вот Вот. предприятие, вот это все. Как пригонят нам бензин, соляру, все, что надо. Итак, Зеленский, скажем так, даже не Зеленский, смотрите, Саша, я где-то и свою вину чувствую, так скажу, мы, все украинцы, которые жили на Украине, да, которые избирали свою власть, мы все виноваты в том, ну, Зеленский это персонально, но мы все, каждый из нас части, и мы все виноваты в том, что все, что создавали наши предки, все, что строилось, в том числе и нефтеперерабатывающие заводы, вообще отрасль в целом, да,
все это разрушено. Об этом никто не говорит. Никто не строит нефтеперерабатывающие заводы. Зачем это нужно? Это нужно за тем, чтобы деньги, которые дает Запад, кредиты, в части покупался бензин, нефтепродукты для нужд армии. То есть Украина превращается таким образом в то, что называется, знаете, боевое такое общество, военное, милитаристское общество, цель у которого одна. За кредиты, которые дают, Украина, Зеленский, выставляет людей, бусифицирует их и отправляет на войну. Вот бензин дается, беспилотники даются, ракеты даются, а Зеленский дает людей, и это все направлено против того, чтобы навредить России. Вот во что превратилась Украина сейчас. К сожалению, у нас не очень хорошая связь, но я услышал ваш вопрос в части чего, что вот Европа дает деньги, но она дает ровно столько, сколько нужно для продолжения войны. Она не дает большие деньги. Заявление есть, но заявление на большую сумму потом уменьшается, а дается ровно столько, чтобы продолжать войну. Саммит НАТО, который будет в Анкаре, это цель, это смысл. Несмотря на то, что у нас было в Конституции написано, Украинской Конституции, государство всегда жило датами. То есть к дате такой-то делаем такое-то, к дате такой-то, к празднику такому-то делаем то-то. Вот сейчас главное событие для Зеленского и для Украины – это саммит НАТО. Вы говорите, что он там не будет. Будет. Никуда без Зеленского не обойдется ничего. Понимаете, Зеленский – это флаг того, что называется нынешняя европейская власть. Не украинская уже, а европейская. Помните саммит в Швейцарии? Будет я имею в виду зимний, будет там Зеленский, не будет? Будет. Вспомним последний саммит во Франции, значит, семерки. Будет там Зеленский? Интрига. Не будет. Он будет выступать? Не будет. Будет он с Трампом? Будет. И все вот это мейнстримные СМИ раскручивают. Там саммиты ЕС. События последние в Польше, в Гданьске. Будет Зеленский? Не будет. Не было Зеленского в Гданьске, да и событий самого не было. Пару строк было в мейнстримных СМИ, все. Поэтому без Зеленского саммит НАТО не будет. И опять-таки нас накручивает. Рютте говорит, будет, не будет, дадут ему платформу. Будет, уверяю вас. Почему? Именно для того, чтобы Зеленский приехал на саммит, отчитался о проделанной работе и получил заверение, в том числе и деньги, для продолжения войны. Главное, вот он, дата, место Анкара, значит, Зеленский там будет и будет просить деньги. Я хочу завершить именно ответ на ваш вопрос тем, что в прошлом году, июнь месяц, только это было начало июня месяца, была встреча между делегациями Украины и России. Военном противостоянии наступил период переговоров. И Зеленский бегал по Анкаре, кстати, и кричал: Путин, приходи, Путин, приезжай, я здесь, я хочу с тобой встретиться. То есть, поэтому он ровно то же самое сейчас будет демонстрировать в Анкаре. Просить деньги и говорить: Путин, садись со мной за стол переговоров. Иначе что? А вот что иначе, Саша, вот это, конечно, самое главное, что происходит на этой неделе. Это события вокруг Белоруссии, это события в Крыму, это подготовка как украинской армии к атакам, контратакам, это также боевые действия на фронте и подготовка России к дальнейшим действиям. Вот это в сжатом варианте на этой неделе, мне кажется, выглядело каким образом? Лукашенко, президент Беларуси, приехал в Москву, и у него была встреча. 2 суток он встречался с президентом России Путиным. Перед этой встречей... Никто ничего не пишет. Вот, Никто. вот, То есть вот. вообще непонятно. А потом он уехал куда-нибудь куда-то в Азию юго-восточную. Ну, там, не знаю, Лаос, может, Китай, не Китай, то Конечно, есть и конечно, уехал. То есть конечно. длительная командировка. То есть а, Не, для аппаратных людей, которые в аппаратах работают, это очень
такой серьезный сигнал. Это очень Конечно. серьезно. Ну, вы как бывший аппаратчик, вы не Да, дадите соврать. да, безусловно. Безусловно, Саша, потому что, смотрите, целый ряд событий, публичных и непубличных, когда Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что к нему приезжали визитеры или посланники от Зеленского, значит, и был разговор, ну, в той части, которую Лукашенко рассказал, и так понятно уже, да, что разговор был очень жесткий, и разговор велся серьезно с тем, чтобы Белоруссия не вступала в войну против Украины. Ну, вот такой вопрос. И Лукашенко говорит, мы даже не то, что у нас в голове нету вступать, значит, воевать против Украины, или еще тем более там против Польши, против НАТО. Александр Георгиевич говорит, я четко определил, я четко сказал, что война сегодняшняя на Украине это одно. Если вы, значит, втянете Беларусь в войну, это будет совершенно другая война, совершенно другого порядка. То есть Лукашенко несколько раз говорил, война, война, война. Мы видели все вот эти заявления Зеленского, который провоцировал, который ультиматумы он ставил. Он же поставил ультиматум, вот, значит, Лукашенко, чтобы тот ретрансляторы снял, значит, дорогу не строил или не ремонтировал. То есть давление Зеленского – это публичное давление. А понятное дело, что на Лукашенко давят не только Зеленский, и далеко не Зеленский. Встреча с Путиным. Я с вами согласен. Почти ничего не протекло. То есть почти ничего не протекло с того, о чем договорились руководители Беларуси и России. Я напомню, что Беларусь это отдельное государство, Россия отдельное, но есть и союзное государство. И это практически в военном плане, я имею в виду в военном плане, это одна страна. У Беларуси есть своя армия, есть оружие, орешник поставлен. То есть белорусская армия сама по себе достаточно мощная. Но понятное дело, что Россия вписалась и впишется, это было заявлено не единожды. И теперь после этих встреч, да, значит, Лукашенко едет в Китай. В первую очередь Лукашенко едет в Китай. Для чего? Для того, чтобы обговаривать и там вопрос. Вопрос один. Кто-то пытается втянуть Белоруссию в войну. Попытка втянуть Белоруссию в войну – это расширение фронта, как минимум, и это совершенно новая война, как говорит президент Беларуси. Что на это подумает, что на это скажет Китай? Что на это, как на это посмотрят руководители Китайской Народной Республики? Вот это важнейший вопрос. На Украине я вижу, как пытается эту тему перебить. Там есть высказывание, как же ее, она жена или не жена этого бывшего министра иностранных дел, да? Что-то она такое творит, то она зимой говорила Не, фалосами слушайте, греться, то ну ладно, сейчас официально, по-немецкая, да, бы, нормально говорит, все, говорит, ядерный удар выплесем, ищи победили. так, Класс. да, понимаете, я прошу прощения, я считаю, что она дура редкая, я очень редко высказываюсь, особенно по Все-таки про поводу высказываний женщину, женщин. Не, подождите, я прошу прощения дважды, но это, редчайшая дура, объясню почему. Никогда я не слышал ни разу я уже не говорю от руководства Российской Федерации о том, что на территории Украины применят ядерную бомбу. Я не слышал от уважаемых экспертов, даже господин Караганов, я лично с ним знаком, я не раз говорил с ним, беседовал, который говорит о возможном применении ядерного оружия. Для чего? Для того, чтобы умиротворить или, скажем, поставить на место вот эти буйные головы в Европе. Мерца, Макрона, Стармера, который уходящий уже, да. То есть он говорит, мы, если будем воевать с НАТО, это будет такая война, неконвенциональная. Это он говорит. Понимаете, и тут на Украине такая эксперт, прошу прощения, рассказывает, что на Украину, значит, применят ядерную бомбу. И второе, от этого мы победим. Я помню, кто-то из неонацистов, тоже украинских, высказывал, по-моему, руководитель С-14, значит, Карась, говорил, что вот надо применить ядерную бомбу, и мы тогда выживем. То есть, мы станем настоящими героями.
что это заходит, как это в людям вообще, какие бреды заходят, понимаете, и они пиарятся, они рассказывают, им дают микрофон, им дают возможность говорить. Это зачем это делает режим Зеленского? Зачем? Зачем они пытаются вот эту болевой порог украинцев вообще снять? Они что хотят сказать, что, слушайте, украинцы, когда мы все умрем, вот тогда нам будет счастье. Вот это и есть победа. Победа через умерщвление миллионов людей. Победа для украинцев – это смерть для них. Ну, Саш, ну куда это заходит? Так смотрите, Как можно... подождите, нет внятных ориентиров конца войны, Василий Дмитриевич. Ну вот что Да. предлагает Россия? Вот по состоянию на сейчас. Опять-таки, А, Россия предлагает россиянам терпеть, украинцам не предлагает ничего. То, что мы видим сейчас на поле боя, как развивается ситуация, понятно, идет там продвижение, одно село, второе село, но это в масштабах всей линии фронта, видите, как, ну, скажем так, неощутимо для власти Зеленского. Василий Дмитриевич, ситуация вокруг Лукашенко, которую вы так немножко обозрели, а потом как бы в пусты, она же принципиально важна. Вот то, что сейчас безусловно. решили, а они что-то решили, между собой Путин и Лукашенко, это Да. будет или переворот всей игры, абсолютный переворот, или, ну, как бы, опять дальше терпим. То есть, ну, вот, как бы, вот статус-кво, как сейчас, так вот и будет дальше. Я вот хочу, чтобы вы попробовали, я понимаю, что вводных мало. Ну, вот сообщений Мгм. мало, о встрече, да, делегации, там, ничего, все молчат, как рыба об лед. Но хотя бы вот что плюс-минус подразумевает адекватный ответ российской стороны. Пока что ответ, ну, малоадекватный. Уничтожать автозаправки, а те уничтожают Да. ну, НПЗ. Ну, разница ощутимая. Ну, имеется в виду Смотрите. медийная разница. Да, да. Саша, очень важный вопрос. Давайте я разделю его на две части, потому что вы затронули, у вас был под вопрос, а что предлагает Россия для Украины или для украинцев. Это очень важный вопрос, потому что война так или иначе закончится, да, и я говорю о реальной войне. И часть этой реальной войны, а, информационная, когнитивная, да, мы ее видим сейчас. Вот на этом этапе, причем даже к информационной войне мы привыкли, мы понимаем, кто каким образом и каким способом ведет, а вот когнитивная война, то есть психологическое давление на людей на территории России, да, оно ощущается. Психологическое давление на людей части России, которые живут в Крыму, конечно же, ощущается. И это не просто там срыв отпуска в Крыму, да, ведение чрезвычайной ситуации в Крыму, проблемы с бензином, которые ощущаются в Московской области уже, я не говорю о других областях. Все это, безусловно, давит на людей, на россиян. В России сейчас избирательный процесс, готовится к выборам в Государственную Думу, которые вот будут в сентябре месяце. То есть это финал политического процесса, политического сезона, да. Поэтому если две вещи эти связать, безусловно, давление на российское общество усилилось, и люди, которые проживают на территории России в разных городах, они задают вопросы власти. Власть реагирует, может быть, не всегда хорошо, опаздывает, и для людей, для россиян сейчас стал вопрос такой, что а что делать мне? Что делать мне, гражданину России, в этой ситуации? Доверять власти, не доверять, критиковать, не критиковать. Власть с нами не общается, не говорит по-взрослому, а власть что-то утаивает. Эти все вопросы, дискуссии в России есть, безусловно. Поэтому прежде всего задача российской власти говорить со своими людьми, объяснять им эту ситуацию, объяснять им это положение, что, почему и как. А вот вопрос, который вы задали, вовне, что Путин или что Россия сейчас предлагает украинам или украинцам. Да, часть российского общества настроена скептически и требует от Путина додавливать Украину. Есть такие головы, которые говорят и ядеркой, но давайте мы это не будем. То есть, в общем, градус у российского общества вырос в плане того, чтобы
навести порядок на Украине и решить вопрос с Украиной. Это такая часть общества говорит об этом. Вторая часть общества российского говорит, что слушайте, вот мы воюем, значит, продвижения больших на в линии боевого соприкосновения нет. Да, мы, говорит, россияне говорят, да, мы слышим, что, значит, российские войска заходят в такой-то город, вот, значит, в Лимане решится вопрос, или в других городах, вот атакуют уже славянско-краматорскую вот эту группировку. Это есть, но россияне говорят, мы ждем ярчайших побед. Если их нету, давайте мы, значит, договоримся и придем к мировому соглашению, мирному соглашению. Но мирное соглашение в данной ситуации, оно вообще невозможно, потому что я читаю мейнстримную прессу Европы, части мировой прессы, ну, знаете, як здуріли. Вот Украина побеждает на поле боя, вот ВСУ инициатива, вот беспилотники летят, давайте додавим. Но это мейнстримные и часть европейского общества. А другая часть говорит, что нету такого положения. И что сейчас Россия может сказать украинцам? Она как бы говорит, но это все в российской власти устроено все далеко не так, как, скажем, и слава богу, как на Украине, особенно нынешней. Здесь есть инерция действий, то есть систематически и тот же Владимир Путин и другие, Лавров и другие заявляют о том, что мы добьемся своих целей СВО, которые поставлены военным путем или дипломатическим. Хорошо, цели СВО, если их упростить, это вот Донбасс, это Россия, безопасность людям Донбасса, так как было определено в 2022 году, обеспечена безопасность. А вот что дальше? Что дальше для остальных граждан, которые проживают на территории Украины, да, в Днепропетровске, в Киеве, в Ну, том же как в что? Львове? Репарации, как что? Абсолютно правильно. Так, Восстановление. Ну, так вот. рассказывают. Россия агрессор должна заплатить. И все вот, А, знаете, вот как-то вот соглашаются с этой точки зрения и, в общем, думают, что вот мы сейчас победим ее, а тут, подождите, ну, а если Крым заберем, так вообще Россия развалится. Абсолютно А правильно. не заберем Крым, Но так заберем, ничего не забрать. Для тех людей, для Федорова, для Зеленского, для Сырского, которые мечтают о том, чтобы Крым забрать, пусть почитают историю, пусть почитают особенную битву, блокаду Севастополя, битву за Севастополь. Ну, пусть просто возьмут книжки, даже краткий курс событий там 41-43 годов. Просто пусть посмотрят, как защищался Севастополь, какие были потери. И это тогда это были немецко-фашистские войска, которые хотели захватить Севастополь, да? Как севастопольцы сражались, как они победили в сражении, как Крым освободили. То есть пусть просто почитают, что такое Севастополь, что такое Крым. Да, шуметь они могут, и безусловно то, что выбивают электричество в Крыму, то, что в Крыму нету бензина, это никто не скрывает этой информации. Ни сами руководители Крыма, ни руководители России. В России знают, какое положение в Крыму. Никто не скрывает плохого, никто не скрывает того, что там нету связи, что там нету электричества. Это все есть. Я смотрю просто, когда украинские СМИ показывают, что это вот-вот, еще чуть-чуть дожмем, и значит Крым будет наш, да не будет Крым украинским. Ну не будет. Даже если будет атакован Крымский мост, это все равно. Медийно это работает. Еще раз говорю, когнитивно это давит, это работает. Но есть реальная защита, реальное положение дел на фронте. Так вот, тут вот на чем я хочу остановиться. Мысль хочу закончить. Россия на сегодняшний день говорит украинцам, которые критически мыслят, которые, скажем, объективно понимают ситуацию и так дальше. Россия говорит, уважаемые украинцы, никакого ущемления ваших прав мы не хотим. Никакого там, скажем, запрета украинского языка или культуры мы не то, что не хотим. У нас вот, пожалуйста, в Донецке, в ДНР, ЛНР одним из языков является украинский. В Крыму есть украинские школы. Был референдум, был референдум, вы его не признаете, но люди, которые живут в Крыму, вот смотрите на них. Зачем вам Крым,
без людей. Россия говорит Зеленскому, тебе нужен Крым без людей или зачем? Подождите, ну вы же тот еще националист. Вы же видите, что или украинский, Ну, или конечно. безлюдный. Помните это выражение? Это Да, раз. Во-вторых, я там помню, никто конечно, помню. не говорит на украинском языке, потому что, ну, как бы не нужно. Да, государственный есть номинальный украинский язык в том же Крыму, но не нужно. А здесь же как по украинскому, куда ж ты без нее? Вы вообще можете представить, что если, например, возьмут человека, там, не знаю, группу людей и скажут, завтра они проснутся и скажут, все, не надо государственный язык украинский. Ну какой? Да какой угодно, украинский не надо. И для людей это будет шок, потому что они уже как собака Павлова с этим языком, понимаете? Я вот общаюсь, все на языке интимного общения, ну как бы все говорят по-русски. Ну то есть Конечно, переводы делаются. да, да. А вот когда там что-то надо где-то там чего-то исполнить, ну, где может Это, исполнить там в магазине, лично где-то, куда-нибудь прийти, все начинают там коверкать этот язык, понимаете, и говорить, что мы такие да, патриоты. давайте, Саша, смотрите, по поводу Крыма, чтобы было определенно. А в 2012 году я поступил в Академию госуправления в Киеве, и вместе со мной, там, курсы высших керівних кадров, как было написано, да, как было сказано, вместе со мной учились коллеги мои с Севастополя и с Крыма. На разных должностях люди работали. Вот мы обучаемся, взрослые люди, чиновники, депутаты Верховной Рады там были. Ну, в общем, и тут, значит, Майдан, 14 год, военный переворот, мы заканчивали обучение в 2015. И ни один человек, который из Крыма или Севастополя учился в этой академии, он не пришел сдавать экзамены заключительные и не захотел взять диплом, получить диплом. Я знаю, это мои знакомые люди, мне не надо ничего рассказывать. Еще раз говорю, 2015 год. Мы разговариваем по телефону, общаемся, и я говорю, там, условно говоря, Петр Иванович, а что ты не приедешь, заодно там встретимся, где-то погуляем? Он говорит, нет, мы определились, он говорит, я определился, я выбрал Россию, поэтому мне не нужен украинский диплом, мне не нужно, я гражданин России, я хочу быть здесь, и все. Крым это Россия, я это Россия. То есть люди говорили мне такие, так мне отвечали, не как политически, понимаете, не с Ну, какой-то подождите, идеологией. ну, Люди Василий говорили, Дмитриевич, Василий Дмитриевич, поэтому, коллаборанты, предатели, ой, негодяи, понимаете? Ну вы же, так вот, ну как бы, ну-ка, вы рассказываете эту конечно, историю, конечно, вы же знаете, конечно. ответ. Ну, Так, смотрите, Саш, ну вот ответ. это разделение продолжается и дальше. Коллаборанты, ухилянты, предатели, я не знаю, там, ну, это все время делят. Я вам скажу такую циничную вещь. Вы затронули вопрос языка. Да не будет на Украине украинского языка государства. Ну не будет. Какой будет? Будет бангладешский, индийский, колумбийский. То есть кто сейчас воюет в рядах ВСУ? Колумбийцы в основном, наемники. Кого бизнес привозит людей на работу на Украину? Кого привозят? Привозят бангладешцев, привозят индусов. Кто дерется? В Ивано-Франковске, во Львове, подчеркиваю, не в Киеве, не в Харькове, в Ивано-Франковске, во Львове драки уличные между представителями индийской диаспоры, да, и бангладешской диаспоры, естественно, против украинцев, и там, потому что они приехали, они хотят работать, они хотят диктовать свою волю, они хотят иметь свою культуру общины, они хотят навязывать свои правила для жителей именно вот этих националистов, таких гей українців. І от этот термін «пам'ятай чужинець» на Україні господар українець, тут господар українець. Тепер наоборот. Пам'ятай, украинец, тут господар чужинец. Это уже пишут эти индусы и бангладешцы, понимаете? Поэтому борьба за украинский язык, вот это лже-борьба. Мы с вами четко знаем, в быту все люди говорят на русском языке, ну, 95%. И вот эта борьба против самого себя. Это самопоедание. И эта борьба превратится в то, что на Украине будут жить вот представители, я уже назвал, вот этих стран и других привезут.
Ну, Запад же привезет. Как он ракеты привозит, как он беспилотники привозит, как он бензин привозит. Надо будет, привезут иностранцы, и все. И тогда эта борьба, Трагедия, она трагедия закончится в тем, том, что что украинский язык... да, трагедия в том, что и с Востока тоже привезут. И таджиков, и всех на свете, понимаете? Ну, то есть, ну, давайте тоже откровенны будем. Люди на Саш, так называемых новых территориях России, они так просто называют новая территория России, хотя это тоже как бы ошибочная история, потому что давайте это, ну, как бы а, я не ну, говорю о мигрантах. исторический Донбасс, да, как бы чей был и какой был, новая, старая территория, то есть такой момент. Ну, Там тоже, понятно. понятное дело, Понятно, что... приезжают, привозят бог весть кого, они там пытаются что-то делать, там, восстанавливать что-то еще. На этой почве есть там и конфликты, и все остальное. Просто тут же, понимаете, вот последние дни я вижу просто вот как увеличительное стекло, да, то есть вот поднесли же увеличительное стекло к какому-то там этому Александру Лунину, да, воронежскому СВОшнику. Типа сказали, что это Пригожин 2, ну вот это вот все. Ну, как бы, да, потом Ну немножко да, замяли там есть... это все. Да. Ну, то есть поднесли же увеличительное стекло. Точно так же можно поднести и к одному, и ко второму моменту. Меня интересует, что дальше будет. Смотрите, у нас мир меняется неимоверно. Выходит Политико с материалом о том, что Израиль теперь не особенный союзник Соединенных Штатов Америки. То есть в планетарном масштабе это, как говорится, должен рак на горе свистнуть, и что-то в лесу что-то должно сдохнуть, понимаете? Чтобы вот такое вообще Да. обсуждалось публично. Но тем не менее, эти как здрасте обмениваются ударами между собой во время меморандума. То есть мы понимаем, что не просто вот международная геополитика поменялась, все поменялось. И вот в этот момент особенно, ну, такой момент очень тяжелый, особенно пристально смотришь на развитие событий между Россией и Украиной, особенно, потому что кажется, что вот я вот так вам дал пас такой по поводу Лукашенко, да, но вы опять в сторону, потому что там ничего не знаем и так далее. Кажется, что сейчас как раз-таки именно в этой войне российско-украинской должно произойти нечто, ну, что полностью изменит все на свете. То есть должен быть или переход к тотальной войне, а мы его видим, когда уничтожаются заправки, когда уничтожаются школьные автобусы на подконтрольной России Хорошо. части, да, выгорели все. Ну, все выгорели школьные автобусы. Почему? Потому что автопарк техники– это что? Цель. Прилетела. Дальше мы дойдем до того, что там, например, соберутся какие-нибудь там пенсионеры за гуманитаркой, да, там же фура, там же все, что это цель. Мы уже идем по этому пути. И вот понимаете, в международном разрезе, кажется, пришла пора что-то делать на российско-украинском поле. Не находите? Да. Вот такая, конечно, логика, но давайте я отвечу, как я думаю. Первое, когда Венц, вице-президент Соединенных Штатов Америки, сказал, что отныне Израиль это не какое-то особенное партнерство, это вот Израиль такой же партнер, как и все остальные, и это, безусловно, новость такая, знаете, мега новость, потому что Израиль всегда считал себя, что у него очень серьезное лобби в США, и порой не было понятно, где израильская политика заканчивается, начинается штатовская и напротив. И если эта пуповина разрывается, а судя по всему, ну, Венс как бы олицетворяет именно вот это, он высказал, он сказал, что или вы подчиняетесь нам и будете делать так, как мы говорим, или вы потеряете своего союзника. У вас один союзник только сейчас, как сказал Венс, Израилю, да? То есть это уже говорит о том, о чрезвычайно натянутых отношениях между руководством Израиля и руководством США, а также между разными видами лоббистов израильских в Соединенных Штатах Америки. Теперь смотрите дальше. Что делает Израиль? Израиль признал вырезание армянского народа, да, геноцидом армянского народа. Израиль это признал. Он стал, значит, одной из стран, которые признали. Это что такое? Это в пику Турции, на тебе, да, вот мы вот так сейчас себя ведем, то есть отношения обостряются всеми
Да, вы правы. Можно еще дальше говорить, но вернемся к российско-украинским отношениям. И, как вы сказали, я ухожу от паса, который вы мне даете. Позиция руководства России, она настолько, она с одной стороны проста, а с другой стороны ее тяжело осмыслить, если не вникать, собственно говоря, во все речи и позицию. В чем она заключается? Владимир Путин оттягивал войну в 2014 году. В 2014 году России навязывали войну, боевые действия, да, на Украине. Вот военный переворот, вот Крым, вот противостояние. Значит, давай, втягивайся. Давайте, Россия, втягивайся сюда по полной, вкладывайтесь и так далее, и так дальше. Тогда руководители России приняли решение: нет, мы не будем, у нас не хватает средств, мы не настолько сильны, мы не настолько... В общем, приняли решение не втягиваться. Да, помогать, но не втягиваться. Помогать, я имею в виду, Крыму, выстраивать отношения, и поэтому появился Минск. Ну, Минские соглашения. Первое, второе Минские соглашения. Какие они были, мы с вами были свидетелями, я не хочу пересказывать. Потом вывернулось это все в обман. А Меркель сказала: да, мы все это период, 8 лет, с 14 по 22, мы не хотели выполнять Минское соглашение, мы накачивали Украину оружием и выстраивали, значит, выстраивали логистику войне, противостояния против России. Россия тоже не дремала это время. Россия тоже использовала это время для выстраивания или перестройку вооруженных сил собственных. То есть все понимали, что произойдет дальше. Но тем не менее, я обращаю внимание на том, что позиция России на то время была не втягиваться в военный конфликт. В 2021 году была встреча Байдена, на то время президента США, и Путина, да, в Женеве. Они говорили много, долго. Потом, значит, приезжали представители Соединенных Штатов Америки в Россию, встречались разведчики, встречались... Виктория Нуланд приезжала в Москву последний раз, по-моему, в октябре 2021 года. Это все было. Да, ситуация разогревалась, нагревалась, но пытались договориться. Не договорились. Россия в 2021 году в декабре выставила публично предложение Соединенным Штатам Америки и НАТО. Вот наши правила игры. Понятно было уже тогда, что все идет к войне. Началась широкомасштабная война, СВО, и вот мы видим сейчас, вот 5-й год, идет вот эти события. Россию пытаются втянуть сейчас. Это мое заключение, это мое экспертное видение. Куда Россию втянуть? пытается втянуть Ну, сейчас куда? войну против Прибалтики, С чтобы кем? Россия ввела войска. Россия вводит войска в Прибалтику. Значит, можно вводить войска, можно сбивать беспилотники на территории Прибалтики, да? Беларусь пытают тянуть в то, что пытается провоцировать тем, чтобы Беларусь ответила, и это развивается конфликт на территории между Украиной и Беларусью. Но, Саша, что тут самое важное? Здесь, когда мы говорим Украина, Россия, Беларусь, Прибалтика, там, Польша, это все вторично, это все уже даже выходит на 3-й уровень, потому что конфликт вызревает конфликт между странами НАТО, Европой и Россией. Вот где, вот когда вы говорите, что вот что-то назревает, вот назревает что-то. Здесь есть много интересов. Есть вот министр иностранных дел Польши заявляет, Сикорский, да, что мы готовы воевать с Россией. Мерц до этого заявлял, Безумец мы готовы... просто Ну, безумец. ну, Говорит, если так, хотите вот, мордобой, то вот, пожалуйста, мы готовы к да, мордобою. Понимаете, представляете? абсолютно И правильно. это в тот момент, И когда идет орденопад с украинской стороны и с да. российской стороны, с И польской вот, стороны. И тут он на и Россию вот, давайте сейчас есть, повоюем, да, да? и вот если зациклить это, есть такое выражение дух Анкориджа или дух Анкориджских соглашений. В прошлом году мы знаем с вами, что Владимир Путин, президент России, встречался с президентом Соединенных Штатов Америки в Анкоридже и так дальше. И между ними были некие договоренности. Сейчас уже даже министр иностранных дел Лавров выкатил публично, о чем говорили, как говорили. Потому что Марко Рубио, госсекретарь, сказал, что не было договоренности. То есть
борьба пошла уже на самом верху А почему, двух. подождите, а почему лжет Рубио? Или Лавров лжет? Знаете, я думаю, что дипломаты, они не лгут. Они просто играют свою игру в то время, которое наступило. Так нужно было Что говорить, они сейчас со так временем? говорили. Ну вот смотрите, вот Вот. хоть убей, Василий Дмитриевич, что сейчас происходит со временем? Ну что, да, там, вы вот что смотрите на эту ситуацию как-то просто это немножко как бы уродливо, там, немножко оксюморон так говорить, но это эволюция войны. То есть по тебе летит, по другим летит. То есть прилетает, достает. Там лишние страдают, здесь лишние страдают. Там могучий тыл. Сейчас мы посмотрим, как Россия тылы подтянет, понимаете? То есть, ну, сейчас мы посмотрим, как И, общество и справится. вот, Они вот, справятся. Плохо, вот, хорошо, они справятся. И это будет уже новое. Я просто, я ко всем дошел до мысли, а мне говорят, вот ты там ходишь за Россию. Нет, они да просто при чем тут, по-своему справятся с вот этими вызовами и проблемами. И это конечно, будет новое обстоятельство в войне, которое переходит на да, другой уровень и будет абсолютно да. другой, чем в 22-м, 23-м, 24-м, 25-м году. Я с вами абсолютно согласен. Если говорят о том, что вот Украина это фронт, а Европа это тыл. Европа говорит, мы вам дадим деньги, мы вам даем беспилотники, мы вам дадим все. Плюс США даст еще вам развединформацию и другие. Вы, главное, воюйте, у вас надежный тыл. И говорят дальше, а вот в России нету надежного тыла. Россия вот вся вот она такая, поэтому у нее нету тыла. Мы ее замочим, мы будем ее додавливать, и вот эта вот война, вот, которая идет, ведется для того, чтобы экономически удушить, политически разорвать, вот мы ее додавим, значит, мы ее обессилим. Но есть Китай. Я прошу прощения, я вынужден об этом сказать, потому что туда летит Лукашенко. Есть Китайская Народная Республика. В мае месяце, буквально чуть больше месяца тому назад, полтора, мы видели, что сначала президент Трамп был в Китае, встречался с Си Цзиньпинем, главой Китая, потом был президент Путин, потом Си Цзиньпин ездил в Китайскую Народную Республику. Да? Это все события происходят у нас на глазах. Вы говорите, что со временем? А что если Китай станет тылом России? Вот что произойдет, если вот Европа хорохорится и говорит, гонит украинцев на убой, мы за вас, вот идите, идите, убивайте русских. А что если Китай станет тылом России? И что тогда будет? И что тогда? Вот здесь я хочу остановиться. Почему? Потому что люди, которые пишут вам, что вот типа за Россию и так далее, и так дальше, мне тоже такое пишут, Саш. Я хочу сказать, вот я почему здесь хочу остановиться? Я постоянно смотрю на то, что происходит на Украине, и то, что будет происходить. И самое главное, а что будет с людьми, которые там живут. И поэтому делаю срез. Я хочу, знаете, я могу анализировать до утра, но мне нравится более делать синтез, пусть он будет, пусть я ошибаюсь, но синтез, то есть я преломляю все эти события на том, а что это для Украины, или что это для украинцев. И когда я слышу наших уважаемых, не очень уважаемых коллег на Украине, да, которые ведут YouTube-каналы, которые там обслуживают власть или пытаются ее критиковать, есть люди на Украине, которые думают, что будет в будущем, что будет. И только сейчас я услышал на этой неделе людей, которые раньше, ну, так вообще не мыслили. Они говорят, зачем вы говорите, что с нами весь мир? С нами нету всего мира. Нету, весь мир не поддержит Украину. И здесь я вот, цепляясь за эту мысль, хочу на этот вопрос так вам ответить. Вот Макрон, лидер Европы, уже месяц, ну, 2 недели как минимум, кричит: Америка с нами, Америка с нами, Трамп с нами, Америка с нами. Это кричит Макрон на французском языке. И у меня в ушах Майдан 2014 года. Америка с нами, Америка с нами, Америка с нами, Байден с нами, Обама с нами. Подождите. То есть то, что было в 2014 году в Киеве на Майдане, и то, за что прыгали украинцы и кричали, что Америка с нами,
Сейчас, по прошествии 12 лет, Макрон бегает по Европе, кричит везде: Трамп з нами, Америка з нами. Слушайте, Америка не з нами. Америка даже не из Европы, Америка сама по себе. То есть интересы Штатов, есть интересы Трампа. Там его уже начал покусывать Байден из пепла, да, был на заседании, на этом самом, на съезде Демократической партии. Европа тоже не с нами. У Европы есть свои интересы. Польша точно не с нами, потому что этот орденопад, который эти украинцы туда ордена, эти поляки сюда ордена, и начинается Волынская грязня. Слушайте, так, а Украина сама по себе, вот она где? Она что? Она вообще растворилась. Она вообще, вот кричат, Америка с нами, а это ложная мысль. Европа с нами, ложная мысль. Польша с нами, точно ложная мысль. Прибалтика с нами, ложная мысль. А вот Беларусь с нами или нет? А вот Украина и Беларусь. Ну, встречались же представители Зеленского с Лукашенко. И Лукашенко говорил, давайте садимся за стол переговоров. Может начать с малого, можно сказать, подождите, это у нас сосед, да, он нам не нравится, но давайте мы начнем с кем-то иметь прагматичные отношения, исходя из учета своих интересов. Вот сейчас, мне кажется, мы с вами дошли до одной простой истины. Я не понимаю, какие интересы сейчас у украинцев. Какие интересы сейчас реальные у Нет, украинской ну подождите, элиты? Я реальный, говорю, стойте, реальный интерес у украинцев это чтобы закончилась война. Это супер, реальный интерес. вот, это реальный интерес. У Что элит, для у этого элит этого интереса нет. У Зеленского этот интерес, давайте тоже совершенно так, третий? у Зеленского нет этого интереса. У него интерес взять паузу, унизительную для России паузу. Еще раз, я ведь наслушался за последние дни вот этой всей аналитики в кавычках. Задача какая? Взять у России унизительную паузу, для России унизительную, и потом быстренько переизбраться еще на пяток. И Да, дальше там продолжать там воевать, постреливать, не постреливать. Вот как с Ираном сейчас, да, то есть они вроде как все договорились, все равно там давай там бомбить, это все согласен. оправдывать. То есть вот такая стратегия у Более, Зеленского. более Тихо того, более того, заработают Саш, деньги, а народ страдает. более того, Саша, Зеленский, если его переизберут и дадут денег, он может на 180 градусов развернуться и сказать, я ну, что-то там бис попутал. Я хочу иметь хорошие отношения с Беларусью. Я хочу иметь прекрасные отношения с там, Венгрией. Ну, и я хочу неплохие отношения, прагматичные выстроить с Россией. Вы что думаете, что Зеленский не может вот так перевернуться? Я уверен, что он это сделает. Ему по барабану, значит, что говорить и что делать. Главное, чтобы ему платили деньги. И вот он еще целых 5 лет будет вот такую политику проводить. Но это Зеленский. Часть элиты, которая стоит, которой вы сказали, совершенно другие планы, совершенно другие интересы. Да? Те люди, которые проживают на нынешней Украине, на нынешней территории Украины, являются депутатами, министрами, они далеко не элита. Они далеко не элита Украины, недалеко не украинская элита и далеко не представляет интересы Украины. Ну, не представляет. Ну, я уже кричу, выходит этот министр финансов Украины, да, буквально вот сегодня я читаю информацию, министр финансов Украины рассказывает о том, что Украине для того, чтобы жить дальше, нужно столько-то денег. Все. То есть дайте гроши, дайте гроши, дайте. То есть это единственное. Ну хорошо, дают денег. А куда они? Они же Нет, тырятся, они же расходятся. вы немножко Поэтому, не тут. Подождите, вы про Мальцева подождите. Он говорит, значит, 126 миллиардов. А что это? Публичная декларация бюджетная на 3-4 года. Ну, то да, есть, понимаете, в чем дело? На 3-4 года. конечно. Какие деньги, пожалуйста? Мы вот даете? О, отлично. Нет, не даете? То есть вы понимаете, какое ощущение складывается, что вот эти бедные европейцы, да, я имею в виду налогоплательщики, да, Да, которые конечно. вообще, Да. вообще не управляют этой Урсулой,
вообще не понимают, что делает Кая Каллас. Вообще, вот немцы, например, смотрят на Мерца и в шоке, понимаете? То есть, а, и они это все оплачивают. А им говорят: "Так, ну давайте возьмем общую рамку. 126 миллиардов. Вынь да положь. Ну, на Да, ближайшие да. там 3-4 года". Это еще, знаете, у них власть продолжится, продлится 3-4 года, они будут деньги получать. Короче, интерес нынешней так называемой элиты Украины тоже понятен. Остается две вещи. Вот первое, мы сказали с вами, что украинцы в массе своей, люди, которые проживают на Украине или вне Украины, они хотят мир. Какой мир? Как достичь того, чтобы наступила мирная жизнь? Мы с вами помним, была мирная жизнь, она возможна. Как ее добыть? Как ее вырвать? Как за нее воевать? За то, что был мир. Причем даже против собственных чиновников. Вот здесь, мне кажется, есть такой момент. Есть две части две большие группы. Есть две большие группы украинцев, которые проживают не на территории Украины, которые проживают либо в Европе, Европейский Союз, другие, и на территории Белоруссии и России. Ведь в Белоруссии проживает около, ну, некоторые данные говорят 380, некоторые люди говорят 420 тысяч украинцев, которые выехали во время войны. На территории России кто-то говорит 7 миллионов, кто-то говорит 12 миллионов. Я не знаю точную цифру, но это огромные группы. Даже если это 5 миллионов. 5 миллионов в России, 500 тысяч в Польше, вот 5,5 миллионов украинцев, граждан Украины, которые тоже судьбы поломаны, переживают за себя, за семьи, которые часть из них, большая часть, может остаться здесь, потому что считают, что Россия и Беларусь – это их родина, могут вернуться. Это нужно с каждым человеком говорить. И ровно такая же большая группа украинцев проживает на территории Европы. Я не вижу пока что, ну, скажем, контактов между влиятельными представителями этих групп между собой. Я не понимаю, почему до сих пор нету инициатив, скажем, тех политиков, которые, я говорю еще раз, политиков, которые выехали из Украины, проживают в Европе, проживают в России. Почему нету контактов между ними и нахождения общего языка? Даже попытки дискуссии о том, а какое будущее ждет Украину. И третье. Вот я недавно у вас увидел, значит, в вашем телеграм-канале, да, вчера, по-моему, вы выложили выступление группы, украинская группа, да, насколько я понимаю, украинская группа, которая, ну, музыканты, или это солист один, где во время концерта, по-моему, в Германии, да, люди, которые были на концерте, они, значит, достали флаги Белоруссии, России, Украины, там, Казахстана, танцуют между собой. Они говорят о том, что пора заканчивать войну. То есть пора заканчивать войну, пора начинать нормальную мирную жизнь. Я просто забыл, как этот Ну, Макса парень, Королева который имеете в виду, солист, да? концерт, да, концерт Да, 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 вот, в вот, вот. То Дюссельдорфе, есть, да. понятно, это пока что это единичный случай. Я не настолько отслеживаю эти моменты, может, вы лучше знаете, но вот это, знаете, такое событие, концерт. Но люди выходят с флагами и говорят, мы хотим мира, мы не хотим воевать, мы хотим выстраивать нормальные отношения. И с флагами абсолютно нормальных. То есть я вижу на выступлениях спортсменов, да, вот сборную Российской Федерации очень многие федерации мировые восстанавливают отношения с Россией. И некоторые виды спорта уже есть выступления, где выступают и россияне, и украинцы. Я вижу пока что там украинки дали медаль третью, но она, когда звучал гимн России, значит, она отворачивается, не хочет слышать. То есть еще это, то, что называется отрыжка от этой пропаганды. Но вот росточки такие, да, когда люди с флагами и говорят, нам хватит войны, они уже появились. Вот это бы, вот здесь, если бы начать работу, я имею в виду начать работу всем, не только лидерам политических мнений, а просто украинцам, которые будут говорить, что, слушай, а может, ну если у нас Зеленский, мы понимаем, куда он идет, элита никудышняя,
Ну, а мы что? Может, мы? Может, мы начнем? Это вопрос личный для Я бы, каждого, по крайней мере, действительно. мне бы хотелось такое. Да. Каждый Да, лично это вопрос должен личный. принимать это решение, потому что это не коллективная история. Это только должен быть сон в унисон, когда много личностей. Какой-то Михаил тоже. Почему? Хороший пример. То есть, да, точно так же. Причем, там ладно, там молодняк. Молодняк, да, за пределами Украины, Ну да, 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 им не да, тяжело, да, как внутри Украины, конечно. И они, представьте, даже за да, пределами Украины находят в себе силы, и вот да. правду эту, да, транслировать. Василий Макаров был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо всем. Будьте здоровы. Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Такой, да, внеурочное время, воскресенье, но я очень надеюсь, что несмотря на там какие-то новшества технические, где-то, может быть, какие-то не такие удачные, скажем так, моменты, вы все равно услышали главное. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.